Приветствую вас, друзья, и не приветствую вас, враги. Все мы помним 24 февраля, когда Путин объявил о начале проведения так называемой специальной военной операции, а по сути о полномасштабном вторжении российской армии в Украину. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Путин тогда выглядел уверенным и непоколебимым, надеясь захватить всю Украину за несколько дней, призывал украинскую армию сложить оружие и угрожал другим странам жестким ответом в случае вмешательства их в происходящие события. Должен обратиться и к военнослужащим вооруженных сил Украины. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Прошло почти 7 месяцев. Российская армия несет большие потери и отступает. Путин на мировой арене опустился ниже плинтуса. То он ждет президента Кыргызстана и Турции на саммите ШОС, хотя ранее сам постоянно опаздывал на встречи с президентами и монархами, то за обеденным столом он сидит как школьник на галерке и внимательно слушает лидера Эрдогана, а язык его тела показывает полную неуверенность и несобранность. В своем докладе премьеру Индии Путин жалуется на то, что Украина отказывается от переговоров с Россией и хочет все решить на поле боя. Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно сказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя. Но, тем не менее, мы вас будем всегда держать в курсе того, что там происходит. А где же делся тот уверенный Путин, который был 24 февраля? Путин сдулся и превратился в тряпку, потому что он понял, что проиграл. Ошибся с прогнозами, но время назад вернуть нельзя. Это конец, фиаско. Он уже и правильно начал говорить в Украине, а не на Украине. Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине. Он уже и руководство Украины называет как следует называть, а не шайкой наркоманов и неонацистов. Противная сторона, руководство Украины. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве. Он уже и Зеленского называет господином. Господин Зеленский же объявил, что публично сказал. Украине помогают множество цивилизованных стран мира. Европа и Америка поставляют нам оружие и боеприпасы, обучают наших воинов, ремонтируют нашу технику, делятся с нами разведданными. Это считается вмешательством их в происходящие события? Как по мне, то считается. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. А где же обещанный Путиным незамедлительный ответ? Где последствия, с которыми в своей истории страны еще никогда не сталкивались? А их нет, потому что он обычный пустослов. Запугивать он может только свой народ. Весь мир его уже раскусил и понял, что это жалкий и никчемный человечек с кучей комплексов и прогрессирующей деменцией. Насколько сильно поменялась его риторика за последние 7 месяцев? Насколько повлиял на него провал Блицкрига и начало контрнаступления украинской армии? Выглядит он жалким и неуверенным в себе старикашкой.
Если вспомнить историю, то многие руководители России и СССР не уходили сами, а их убирали. Николая II свергли, Ленина отстранили, Сталина отравили, Хрущева сместили, Горбачева вынудили уйти в отставку, а Ельцин устал и ушел. Теперь пришло время уйти и Путину.